Здравствуйте, коллеги! Мои подписчики и просто гости моего канала. Сейчас мы с вами на канале «Вязание крючком» с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю вас заглянуть и на тот канал. Ссылочку вы найдете в описании под этим же видео. На этом канале я сегодня вам подготовила очень интересный очаровательный узор, который мы сегодня свяжем с вами петелька за петелькой. Такой узор пригодится вам ко многим вещицам вашим самым-самым интересным. Можно связать и нарядные вещи, можно связать шаль, кофточку, можно связать палантин, можно связать кардиган, многое-многое другое. Очень красиво такой узор будет смотреться в детских вещицах. Но вы свяжете образец, посмотрите на него в своих руках, и тогда определитесь, где такой узор вам бы понадобился. Образец, который вы видите на экране, состоит из 2 арочек и 6 рядов в высоту, либо же 12 вместе с шахматным порядком. Связала я этот образец крючком фирмы Тулип японского производства номер 8, либо же 1,25 в миллиметрах головка крючка. И в этом образце я использовала пряжу турецкого производства. Это пряжа Лили, кто-то читает Лилу. В 50 граммах 225 метров. И наш образец мы будем вязать сегодня на такой же пряже, только возьмем немножко другой цвет и этим же крючком. Вот наш крючок и вот наша пряжа вот такого хорошего контрастного цвета. И мы с вами принимаемся за работу. Набираем первую петельку, хорошенько затягиваем узелок и вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Делаем 3 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. Теперь соединяем эти 2 петельки вместе. У нас получилась первая арочка раппорта. Вяжем вторую. 1, 2, 3, 4 и 5. 3 накида на крючок. Вводим крючок в петельку соединения, вот 2 дужки, и провязываем столбик с 3 накидами. Связали и соединили 2 петельки вместе. 2 арочки – это раппорт нашего узора. Давайте повторим еще один раппорт. 1, 2, 3, 4 и 5. 3 накида на крючок, ввели крючок в петлю соединения, провязываем столбик с 3 накидами. Соединили 2 петли вместе. Снова 1, 2, 3, 4 и 5. 3 накида на крючок, петля соединения под 2 дужки, провязываем столбик с 3 накидами. И вот у нас есть уже второй раппорт. И для этого образца я сделаю еще 3-й раппорт. 1, 2, 3, 4 и 5. 3 накида на крючок, петля соединения, провязываем столбик с 3 накидами. Еще раз арочка. 1, 2, 3, 4 и 5. 3 накида на крючок и провязываем из петли соединения столбик с 3 накидами. Связали еще один раппорт. Итого мы связали 3 раппорта. Первый раппорт, второй раппорт и 3-й раппорт. Нам этого будет достаточно для того, чтобы увидеть, как вяжется узор. А для полотна вы набираете столько арочек, столько вам потребуется для ширины изделия.
И с этого места начинаем первый ряд. Вяжем одну лицевую петлю в первую же петельку под 2 дужки. Заходим, провязываем столбик без накида. Мы сделали разворот. На следующий ряд у нас получился хороший уголок. И вяжем 2 воздушные петли. Дальше делаем накид на крючок, пропускаем арочку. Между арочками, в петлю соединения между арочками провязываем столбик с накидом. Теперь делаем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Накид на крючок и вернулись в эту же петлю, провязали столбик с накидом. И сделали 2 воздушные петли и закончили раппорт. Через следующую арочку в петлю соединения провязали столбик без накида. Вот наш раппорт узора. Цепочка, столбик с накидом, 3 воздушные петли, цепочка, столбик с накидом и цепочка, 2 воздушные петли. Здесь 2 воздушные петли, здесь 3. И вяжем следующий раппорт. Снова вяжем 2 воздушные петли, накид на крючок, пропускаем арочку, петля соединения, провязываем столбик с накидом. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Накид на крючок, возвращаемся в эту же петлю и вяжем еще раз столбик с накидом. И 2 воздушные петли. Пропускаем опять арочку. В петлю между арочками провязываем столбик без накида. Вот у нас есть второй раппорт. Вяжем третий раппорт. Снова 2 воздушные петли, накид на крючок, петлю соединения между арочками провязываем столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок и снова провязываем столбик с накидом. 2 воздушные петли и заканчиваем этот ряд. В первую же петельку мы провязываем столбик без накида. Первая петелька этого ряда. Дальше мы делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В первую же петельку над столбиком мы вяжем разворотный столбик без накида. И теперь вяжем раппорт узора. Вот эту вот дужку из 2 воздушных петель мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Связали. Дальше у нас идет столбик с накидом и столбик с накидом. Мы выворачиваем его на другую сторону и обвязываем сначала первый столбик. Вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаем воздушную петлю и точно так же с другой стороны. Вот наш следующий столбик с накидом предыдущего ряда. Мы под него тоже вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Обвязали наши столбики. Теперь мы возвращаемся на ту сторону, по которому мы сейчас вяжем. Это у нас будет изнаночная сторона. И следующая цепочка. Мы заканчиваем раппорт. Под эту цепочку мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И между этими цепочками, опускаясь в петлю на ряд ниже, делаем соединительный столбик. Мы с вами закончили первый раппорт.
Вот так он будет выглядеть у нас с изнаночной стороны. И вот так вот выглядит его лицевая сторона. И вяжем следующий раппорт. У нас опять следующая цепочка из 2 воздушных петель. Мы под эту цепочку вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Связали. Выворачиваем наше вязание на другую сторону и обвязываем столбики. Под первый столбик вяжем 8 столбиков без накида. Связали. Воздушная петля. И переходим под второй столбик. Вот он. И тоже под него вяжем 8 столбиков без накида. Обвязали столбики, возвращаемся к нашей стороне изнаночной вязания. И у нас следующая перемычка. Здесь у нас 2 воздушные петли, и мы вяжем под эту цепочку 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И заканчиваем раппорт. Вот у нас столбик без накида предыдущего ряда, и мы опускаемся еще на один ряд ниже и делаем соединительный столбик. Сделали второй раппорт и вяжем третий. У нас остался последний. Опять под цепочку первую же вяжем 4 столбика без накида. Вывернули вязание, обвязываем столбики. Сначала 1 столбик, 8 столбиков без накида. Воздушная петля. И вот наш следующий столбик. Под него тоже 8 столбиков без накида. Развернули опять вязание. И у нас остается цепочка из 2 воздушных петель, под которую мы вяжем 4 столбика без накида. И в конце у нас идет 5-я петля. Это краевая петля, не относящаяся к раппорту узора. И мы с вами связали уже 2 ряда. Вот так вот выглядит его изнаночная сторона. Смотрим, что у нас получается по лицевой стороне. Пока по лицевой стороне у нас получаются вот такие вот извилины, и которые образовывают полуколечко. И теперь мы с вами вяжем третий ряд нашего узора. Отсюда мы вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание, в первый же столбик вяжем столбик без накида, а дальше вяжем 2 воздушные петли, и вот в этом вот колечке у нас есть перемычка, и в эту перемычку мы вяжем пышные столбики. Накид на крючок, 1, накид, 2, 3, 4. Можно сделать на 5, можно сделать на 6, можно сделать на меньше. Смотрите по полотну, как вам больше будет нравиться, ну и в зависимости, что вы, собственно, будете вязать. Опять 2 воздушные петли и повторяем пышный столбик. Накид, 1, накид, 2, накид, 3, накид и 4. Я сделала на 4 вытяжки.
закрыли пышный столбик. Опять 2 воздушные петли, повторяем такой же пышный столбик. Накид, раз, накид, 2, накид, 3, накид, 4 и закрепляем пышный столбик. Мы связали уже их раз, два, три. Нам нужно связать 5. Снова вяжем раз, два, 2 воздушные петли, повторяем пышный столбик. Снова 2 воздушные петли и еще один пышный столбик. Связали. Теперь 2 воздушные петли и мы провязываем столбик без накида. Получается вот в этом месте, это между арочками, между нашими раппортами у нас есть столбик без накида, и мы в него провязываем столбик без накида. И мы с вами закончили раппорт узора. Это у нас 3 ряд. Следующий раппорт. Снова 2 воздушные петли. И опять вот наше полуколечко и перемычка между его бедрами. И вяжем снова пышные столбики. Раз, два, 3 и 4. Закрыли пышный столбик. 2 воздушные петли. Снова пышный столбик. Раз, два, 3 и 4. Закрыли его. Закрыли следующей петлей. 2 воздушные петли. Следующий. Закрыли. Закрыли следующей петлей. Уже есть 3. 2 воздушные петли. Вяжем 4. Две воздушные петли и последний 5. Снова 2 воздушные петли и между раппортами вот здесь вот провязываем столбик без накида. Провязали. И у нас остается последний раппорт. 2 воздушные петли, накид на крючок, и мы повторяем те же пышные столбики. Связали 5 пышных столбиков, между ними по 2 воздушные петли, и в конце мы вяжем 2 воздушные петли и вяжем столбик без накида в последнюю петлю ряда. Ну вот у нас с вами связан 3 ряд и 4, 5, 6 ряд, они более проще. Теперь мы вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и в первый же столбик провязываем столбик без накида. Воздушная петля,
Первую арочку мы пропускаем. И начиная со следующей арочки мы вяжем пико. Провязываем 2 столбика без накида. Теперь 1, 2, 3 воздушные петли. И замыкаем пико. Пико замкнули на последней петле провязанной. И еще 2 столбика без накида. Связали. Теперь следующий. 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. Возвращаемся на петле, на последней петле. Замыкаем пико. И еще раз 2 столбика без накида. Следующий промежуток 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. Замкнули пико. И еще раз в эту же арочку 2 столбика без накида. Последний пролет, последняя арочка, 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, замыкаем пико на петле и еще раз 2 столбика без накида. Связали, обвязали с вами арочки между нашими пышными столбиками. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4 пико. Дальше мы вяжем одну воздушную петлю и переходим на следующий раппорт. Вот наш следующий раппорт. Первую вот эту арочку мы пропускаем, мы заходим между пышными столбиками уже и точно так же вяжем 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, замкнули пико и еще раз 2 столбика без накида. Следующая арочка, 2 столбика без накида, 3 воздушные петли. Теперь замкнули пико и еще раз 2 столбика без накида. Перешли между следующими пышными столбиками, вяжем то же самое. 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, замкнули пико и снова 2 столбика без накида. И последний пролет. Ну вот, связали с вами уже второй раппорт. Это у нас вяжется сейчас ряд по изнаночной стороне. И последний раппорт, воздушная петля. Эту арочку переступаем. Следующая. Вяжем 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. Замкнули пико. И снова 2 столбика без накида. Следующее окошко снова 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. Замкнули пико и 2 столбика без накида. Следующее окошко делаем то же самое. И еще одно последнее окошко. Здесь одна воздушная петля и в последнюю петлю ряда провязываем столбик без накида. Отсюда вяжем 1, 2,
3, 4 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Между первым и вторым пико посередине делаем столбик без накида. Снова 1, 2, 3 и 4. Между следующими пико снова столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. И между следующими пико делаем столбик без накида. Закончили раппорт. Теперь 1, 2, 3, 4. Пропускаем одно пико, последнее первого раппорта. И после первого пико второго раппорта, точно так же посередине, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. Опять между пико столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. И между пико столбик без накида. Здесь опять делаем переход на следующий раппорт. 1, 2, 3 и 4. Между пико столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. И между пико столбик без накида. Дальше 1, 2, 3, 4. И между пико столбик без накида. И в конце этого ряда вяжем 1, 2, 2 воздушные петли, накид на крючок и из угловой петелечки провязываем столбик с накидом. Связали с вами следующий ряд. И давайте посчитаем, чтобы я не запутала вас, который это был ряд. Первый ряд, второй ряд у нас обвязывались колечко, третий ряд пышные столбики, четвертый ряд у нас были пико и пятый ряд пошли цепочки. Значит, мы вяжем последний, шестой ряд нашего узора. 1, 2, 3 и 4. Разворачиваем вязание. И вот у нас следующая арочка, столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. И следующая арочка, столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. Теперь эту арочку мы тоже провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. Следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. Следующая арочка столбик без накида. И 1, 2, 3, 4. Между раппортами арочка мы провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. Следующая арочка столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Следующая столбик без накида. И последняя мы вяжем 1, 2, накид на крючок и провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали первую половину раппорта. Вот так она у нас выглядит. Это изнаночная сторона. И вот давайте посмотрим его лицевую сторону. Дальше мы будем делать в принципе все то же самое, но располагать вот эти вот наши корзинки-цветочки в шахматном порядке. Отсюда мы вяжем 3 воздушные подъемные петли. Разворачиваем вязание. Теперь у нас 3 воздушные по узору уже, накид на крючок, и в первую же петельку мы провязываем столбик с накидом. Дальше мы вяжем 2 воздушные петли. Вот у нас центральная арочка. Под нее мы провязываем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли, накид на крючок, и теперь мы пропускаем арочку. Вот между арочками петля соединения, провязываем столбик, 3 воздушные петли и снова в эту же петлю провязываем столбик, 2 воздушные петли, эту арочку пропускаем. Вот у нас центральная арочка, мы провязываем столбик без накида,
Дальше мы вяжем 2 воздушные петли и между раппортами мы теперь вяжем столбик с накидом 1, 3 воздушные петли и столбик с накидом 2. И снова 2 воздушные петли и заканчиваем раппорт. Остается половинка раппорта. 2 воздушные петли, накид на крючок и здесь в третью петлю по цепочке провязываем столбик с накидом 1, 3 воздушные петли и столбик с накидом 2. Мы с вами связали первый ряд следующего полураппорта, который мы уже будем располагать в шахматном порядке, и наши цветы уже будут вязаться в этом месте и по краям по половинке. Отсюда делаем воздушную петлю и переворачиваем сразу вязание на нужную нам сторону, обвязываем половинку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Воздушная петля. Вот наш второй столбик. И снова 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Разворачиваем на сторону, по которой мы должны вязать, и вяжем 4 столбика без накида. Между раппортами делаем соединительный столбик. Снова 4 столбика без накида под следующую цепочку. 1, 2, 3 и 4. Связали. Опять у нас 2 столбика с накидом, между ними 3 воздушные петли, и мы эти столбики должны обвязать с лицевой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Воздушная петля и второй столбик. Вот он. Тоже под него вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Обвязали наше полукольцо, опять развернули его и 2 цепочки по 2 воздушные петли. Под каждую мы должны связать по 4 столбика без накида. Между ними соединительная петля и снова 4 столбика без накида. Связали. Опять развернули вязание. Вяжем 8 столбиков без накида. Воздушная петля и следующий столбик. Вот он. Снова вяжем 8 столбиков без накида. Опять развернули полукольцо. И здесь у нас 4 столбика без накида. Соединительная петля. Снова 4 столбика без накида. И разворачиваем
Снова делаем полукольцо обвязанное. 8 столбиков без накида. Воздушная петля и вторая половина, 8 столбиков без накида. Ну вот, мы с вами связали второй ряд уже второй половины нашего полного раппорта. И у нас расположение наших красивых фигурок уже ушло в шахматный порядок. Здесь у нас будет вязаться по половинке, и здесь у нас сейчас будут вязаться полные веера из пышных столбиков. Давайте свяжем сначала половинку. Заходим, провязываем столбик без накида, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Теперь делаем накид на крючок и вяжем пышный столбик. 1, 2, 3 и 4. Закрыли пышный столбик. 2 воздушные петли. Снова пышный столбик. 1, 2, 3 и 4. Закрыли пышный столбик. 2 воздушные петли и снова 1, 2, 3 и 4. Связали пышный столбик. Так как у нас здесь в этом углу половинка нашего раппорта, то у нас здесь будет 3 пышных столбика. Дальше мы делаем 2 воздушные петли и между раппортами, вот наша петля, провязываем столбик без накида, снова 2 воздушные петли, и здесь у нас вяжется полный веер из 5 пышных столбиков. Связали, воздушная петля, еще одна, извините, 2 воздушные петли, и между раппортами вяжем столбик без накида. Закончили уже второй раппорт и делаем переход на следующий раппорт. Мы опять делаем 2 воздушные петли и здесь вяжем полный веер. Дальше опять после связанного полного веера у нас 2 воздушные петли, здесь столбик без накида, и переходим на угол, где мы свяжем половинку веера, это будет 3 пышных столбика. И думаю, что вы это сделаете самостоятельно. Связали до конца ряд. Вот у нас в конце 3 пышных столбика. Делаем 2 воздушные петли, столбик с накидом и с этой же арочки, как ребро. И вот у нас есть уже 3 ряд. Вяжем 4. 4 ряд, как вы понимаете, у нас вяжется очень просто. Мы вяжем между каждыми пышными столбиками, а будем считать это первый столбик. А здесь, так как у нас половинка, то вот прямо с угла мы начинаем делать пико. Вяжем 2 столбика без накида, 3
воздушные петли, замыкаем пико и снова 2 столбика без накида. Следующий пролет 2 столбика без накида, 3 воздушные петли и снова замыкаем пико и 2 столбика и последний пролет. Связали. Здесь воздушная петля и переходим к следующему раппорту. Мы делаем то же самое. В принципе, мы делали уже это в первом полураппорте. Воздушная петля и начало. Между столбиками получается 1, 2, 3, 4 пико. Здесь снова воздушная петля, 1, 2, 3, 4 пико. И здесь воздушная петля, и у нас получится 1, 2, и вот в уголочек здесь будет 3 пико, который мы с вами вместе свяжем. Ну а до конца ряд свяжите, пожалуйста, самостоятельно. Ну вот, мы финишируем ряд, и вот сюда, вот под последнюю вот эту вот цепочку мы с вами свяжем последнее пико. 2 столбика без накида, 1, 2, 3 воздушные петли, замкнули пико и еще раз 2 столбика без накида. Связано уже 4 ряда. Сейчас мы с вами находимся на изнаночной стороне, и у нас остается 2 ряда обычных цепочек. Вяжем 4 воздушные петли, 1, 2, 3 и 4. Разворачиваем вязание и между пико вводим крючок, делаем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Между пико делаем столбик без накида. Это половина раппорта. И теперь 1, 2, 3, 4. Переходим на следующий раппорт. Опять между пико следующего раппорта столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. И между пико столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Между пико опять переходим на следующий раппорт. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. И вяжем столбик без накида. И финишируем ряд. 1, 2, 3, 4. Между пико столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Между пико столбик без накида. И в конце 1, 2, 2 воздушные петли, накид на крючок. И вот наша последняя петля ряда. В нее мы провязываем столбик с накидом. Вяжем последний 6 ряд. Отсюда мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. И от крючка в следующую арочку провязываем столбик без накида. Это у нас центральная арочка. Дальше 1, 2, 3, 4. Между арочками вот сюда мы провязываем столбик без накида. Дальше мы опять вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. И следующая арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И следующая арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Между раппортами вот арочка. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Следующая арочка. 1, 2, 3, 4. И следующая арочка. 1, 2, 2, 3, 4. И следующая арочка. И 1, 2,
3, 4. Следующая арочка. И еще раз 4 воздушные петли. И закончили полный раппорт нашего узора вместе с расположением в шахматный порядок. Изнаночная сторона. И смотрим в непоглаженном виде, конечно, но можно посмотреть его лицевую сторону. Это то, что мы сегодня с вами связали. Это фиолетовая ниточка. Несмотря на то, что это одна и та же нитка по фактуре, но она все-таки чуть плотнее. И, соответственно, и рисунок смотрится более крупным. А вот моя коралловая чуть-чуть тоньше. Если кому-то интересна моя теория по этому поводу, то сделаю отдельное видео. Оказывается, плотность нитки, по моему мнению, зависит от цвета. Ну что ж, мы связали с вами полный раппорт. Дальше у нас все начинается с первого ряда. И давайте мы все-таки этот первый ряд следующего раппорта свяжем вместе. Воздушная петля. Переходим под арочку и провязываем столбик без накида. Дальше вяжем 2 воздушные петли, накид на крючок, и вот в этом месте у нас будет вязаться полный раппорт. Мы в этот столбик провязываем столбик с накидом, 3 воздушные петли, и снова провязываем столбик с накидом. Воздушная петля. Дальше вот у нас арочка по центру. Здесь мы вяжем столбик без накида, воздушная петля, и снова вот между раппортами в этой петле мы должны уместить наш следующий цветок. Это будет столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом. Ну и дальше, я думаю, уже все понятно, как разместить наш следующий раппорт, который опять будет вязаться точно так же, как мы связали и первую половину. Давайте посмотрим еще раз большой образец нашего узора. Ну вот перед вами наш красавчик. Узор действительно красивый, сочный, богатый. Смотрим еще раз его лицевую сторону. И вот так вот у нас выглядит изнаночная сторона. Получился очень приятный рисунок, и думаю, что видео вам понравится. И этот узор вы обязательно используете в каких-то своих изделиях. Напоминаю новичкам моего канала, которые впервые зашли на этом видео или на каком-то другом на мой канал. Не забудьте обязательно подписаться для того, чтобы не пропускать новинки нашего канала. Ну а у нас впереди еще много работы и много интересных узоров и вещиц. Ну что ж, я буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.